Пула – это крупнейший туристический, промышленный и транспортный центр Истринского побережья, привлекающий множество туристов чистым морем и пляжами, замечательными достопримечательностями и историей, гастрономическими деликатесами и другими возможностями для отличного отдыха и туризма. Монастырь и церковь святого Антония Падуанского в Пуле пользуются вниманием туристов, несмотря на то, что возведены они были относительно недавно, в XX веке. Церковь находится рядом с амфитеатром. Колокольня церкви святого Антония – самое высокое здание в округе – 45 метров. Ее хорошо видно из любой точки города, так что проблем с поиском этой достопримечательности у туристов обычно не возникает. На склоне холма между форумом и Верхней Кольцевой улицей располагается собор с монастырем и церковью, посвященный святому Франциску Ассижскому. Его строительство было задумано в 1210 году, когда Франциск с согласия папы Иннокентия III основал орден францисканцев. Возведение столь величественного комплекса было завершено в конце 70-х годов XIII века. Весь ансамбль включает прямоугольную церковь с квадратным алтарем, ризница с хорами, башни, монастырь с жилыми помещениями для монахов и трапезной. Само здание церкви имеет весьма строгий и простой облик. Какой же европейский город без собственной крепости? Пула не стала исключением. Ее оборонительное сооружение видно издалека, ведь расположено оно на холме на высоте 34 метров в центре старого города. Когда-то крепость Каштел была военной необходимостью, выполняя роль и дозорного пункта, и оплота безопасности местных жителей. Сейчас это музей, туристическая достопримечательность, но толстые стены и рвы, грозные бастионы, ряды пушек внушают уважение к истории города и тем людям, которые в XVI веке сумели построить такое величественное сооружение. Каждый вечер на закате гигантские краны в центре города, недалеко от арены и в конце набережной начинают светиться тысячи цветов. Это уникальная достопримечательность и новый характерный символ Пулы. Аквариум Пулы – это то место, где уникальным образом богатство Адриатики сочетается со столетней военной историей Пулы. Аквариум расположен в 130-летнем форте Веруделла, когда-то являвшемся частью мощного оборонительного комплекса крепость Пула, построенного во время правления австро-венгерской монархии. Исторический форт в настоящее время населен сотнями видов рыб из северной и южной части Адриатики и несколькими тропическими морскими и пресноводными видами, а также рыбой из хорватских озер и рек. Познакомьтесь с обитателями в комнатах, коридорах, туннелях и рвах некогда могущественного форта,
и раскройте секреты водной среды. Главная историческая достопримечательность хорватской Пулы, да и едва ли не всей Хорватии, величественный древнеримский амфитеатр I века нашей эры, который местные называют просто арена. Восхититься здесь действительно есть чем. Арена Пулы гордо носит название 6-го по величине амфитеатра в мире. Во времена его славы жаждать хлеба и зрелищ сюда приходили более 20 тысяч зрителей. Сегодня амфитеатр продолжает славные традиции сценической площадки. Здесь регулярно устраиваются концерты, музыки всех жанров, от классики до рока, а в летнее время еженедельно проходят гладиаторские бои на радость отдыхающей публики, страсть к зрелищам которой ровно никак не изменилась за прошедшие 2000 лет.